Представьте One Piece в сеттинге Дикого Запада. Хотя, зачем представлять, ведь уже вышел Marshall King. И не берусь утверждать, что это прям стопроцентное попадание, но схожесть есть. Я прям чувствую эти вайбы. Впрочем, оно и не удивительно. Боичи, автор Короля Ковбоев, тот еще любитель One Piece. У меня уже была попытка рассказать вам эту историю, ролик, увы, не зашел. Но манга так мне понравилась, что решил дать ей еще один шанс. Кстати, в том ролике была ошибка. Боичи рисовал доктора Стоуна, но он никак не влиял на сюжет. Спасибо за то, что поправили в комментариях. На данный момент манга насчитывает всего 6 глав. Я все прочитал, озвучил и могу с уверенностью сказать, что нас ждет интереснейшее приключение в довольно необычном сеттинге. Манга новая, хайпа вокруг нее особо нет, а я, к сожалению, зависим от циферок. Поэтому давайте заключим небольшую сделку. Если вам понравится сюжет и вы захотите продолжение, вы жмакните на большой пальчик, подпишитесь на канал, черканете комментарий. А я в свою очередь продолжу переводить и озвучивать. С вас, кстати, 1500 лайков. Ну а теперь, меня зовут Скерс, захватите вкуснях, мы начинаем. Поколения приходят и уходят, а земля остается навеки. Это поколение составляли отчаянные, объявленные вне закона на Диком Западе. Крутого челика, что перед вами зовут мистер Годспид, и у него есть просьба к соратникам касательно его сына. Подсосов интересует только вознаграждение. Годспид отвечает, что его сын им заплатит. У него на руках около 10 миллионов. От таких новостей отребье чуть челюсть не уронила. Но к делам насущным. Почтенный Годспид собирается ограбить этот поезд. Они готовы помочь за скромное вознаграждение. Годспид обернулся. Ублюдок считает, что он сам не справится. Смекнув, что дело пахнет писюнами, челик тут же извиняется. Разумеется, никто и не сомневается в его алмазной четкости. Ведь он знаменитый мистер Годспид, властвующий этой пустыней уже 100 лет. Живая легенда с несметными богатствами. Хранитель золотых рук. Годспид, кажется, после такого нализывания жопы еще сильнее разозлился. Ведь этот урод знает о его силе. Но все равно оскорбил его, протянув руку помощи. Они могут делать что угодно с деньгами его сына. Но если захотят откусить кусок его добычи, он их на куски порвет. Что касается его сына, он платит 5 миллионов вперед. Пусть будут готовы. Бандиты ошарашены подобной щедростью. Он что, любящий отец? Ничуть. Просто покуда сынуля жив, его богатство ничего не стоит. Сын пришел убить отца. Трансконтинентальный Центральный Федеральный банк. Золотой состав серии Иджин 500. Машинист предупреждает капитана, что на путях есть люди. А вернее, человек. Капитан присмотрелся. Вот ведь срань. Это же Годспид. На лице бывалого разбойника появилась улыбка. Они ведь не собираются сбегать? Разумеется, нет. Пусть щегол не думает, что они безоружные. Они хоть и транспортный состав, но фору дадут любым судам. И старикан не соврал. Годспид только рад. Могут же, когда захотят. Внезапно он что-то ощутил. Вот оно. Явился, наконец, сынок. Превосходно. Он принимает его вызов. Однако в сию секунду есть дело поважнее. Посему, как насчет объединить усилия? Какой же он отчаянный, если совесть чиста, а сердце бело? Однако, это разовое сотрудничество Годспидов. Супер Магнум Гладиатор. Пусть запомнит. Они Годспиды. Маршал Кинг. Глава 1. Проходит 2 месяца. Местный шериф и его люди заметили вдалеке человека. Он тащит что-то огромное. И, судя по всему, уже очень долго. Бедолага из-за жары сходит с ума. Чертово солнце явно хочет его смерти. Шериф подъезжает ближе. Неужели он сам пересек пустыню? Это ведь какое-то безумие. Юноша очень хотел бы, чтобы эти люди помогли ему. А то он уже целый месяц живет на мышах и кактусах. Челики поражены размером его волыны. Ее видно даже издалека. И один из людей шерифа хочет дать воды бродяге. Но мужчина просит его повременить с этим. Сперва пусть ответит. Кто он такой? Его зовут Джим Годспид. Мужики ошарашены. Он сын того самого Годспида? Но еще сильнее они удивились, увидев, что тащил этот паренек. Это же гроб самого мистера Годспида. Он что, погиб? Не совсем. Это Джим прикончил его. Гроб
тому доказательство. Шериф поверить не может. Это какой-то бред. Но открыв крышку гроба, он своими глазами в этом убедился. Те самые золотые руки. Никаких сомнений быть не может. Это и вправду труп мистера Готспеда. Мужчины ухмыльнулись. А может быть, присвоить всю славу себе? За его голову назначена солидная награда. 10 миллионов. Сдать его, получить награду, и вся жизнь обеспечена. А этот парнишка... Таких сволочей еще поискать надо. Кокнул папашку и хоть бы хны. Да и стоит ли его бояться? Он же дрыщ. Легкая нажива. Нужно просто сбросить его в эти руины и делов-то. Шериф поддался на уговоры. Только чур золотые руки его. Он кричит Джиму, чтобы шел к нему. Они дадут ему воды. Паренек направляется к ним. Шериф задумался. Что если их поймают? Его подсос просит не волноваться. Соврут что-нибудь про разбойников. Их полно в округе. Так что им поверит. Мужчины услышали какой-то шум внизу. В следующую секунду голова одного из мужчин превратилась в кровавые ошметки. Оказалось, что в тех руинах скрывались бандиты. И сегодня им явно фартит. Труп самого Готспеда у них прямо в руках. Не теряя времени, разбойники принялись расстреливать людей шерифа. Награда теперь принадлежит им. Вот только Джеймс с ними не согласен. Жадные до денег ублюдки. Да как они посмели посягнуть на тело его отца? Схватив крышку гроба, юноша атакует бандитов. Ему удалось прикончить нескольких. Оставшиеся в живых открывают огонь. Но Джим успевает спрятаться за крышкой. И плевать ему, что снаряды были бронебойными. Джим лезет в гроб за пушкой. За неимением свободных рук он по заветам Гатса использует рот, чтобы передернуть затвор. И тут же открывает огонь. Бандитам, позарившимся на тело его отца, не позавидуешь. Закончив мариновать ублюдков свинцом, юноша хватается обеими руками за крышку гроба и наносит последний удар. Плевать. Может, он одной ногой в могиле, но они запомнят имя сильнейшего на западе. Джима Готспеда. Шериф от удивления язык проглотил. Разобравшись с отбросами, Джим рассмеялся. И правда, в чудное время они живут. Что ни говори, эра отчаянных. Увидев трясущегося от страха шерифа, паренек спрашивает. Академия маршалов ведь в той стороне? Бородатый поверить не может. Сын самого отчаянного отморозка на всем Диком Западе собрался поступать в Академию маршалов? Вместо для элиты сыновей маршалов и рейнджеров? Его ведь там прикончат! Джим все это знает, но для таких как он существуют особые условия. Поступить может любой желающий, если он докажет, что достоин. Шериф все понял. Значит, он прикончил своего отморозка папашу, чтобы поступить? Все не совсем так. Но если он хочет так думать, на здоровье. Одно он знает точно. Он станет маршалом. Шериф кричит, что малец просто бежит от своей участи. Собрался сдать папане за 10 лямов и дружить с богатенькими. Джим лишь улыбнулся. Он может гадать хоть весь день. Награда здесь ни при чем. Для маршала охотиться за отчаянными привычная рутина. И плевать, сколько денег за них дают. Вот как-то так Джим оказался в городе и был принят в Академию подготовки маршала. Уже через неделю ему удалось привести себя в порядок и разжиться нормальной одеждой. Что ж, учеба не ждет. В Академии ему ясно дают понять, что все в курсе его происхождения, так что пусть в первую очередь сосредоточится на своем выживании. Все ученики Академии обладают блестящими навыками, и оружие у них всегда под рукой. Джим улыбнулся. В таком случае им стоит быть начеку, ибо не только у них при себе есть пушка. Вот только когда Джим вошел внутрь, ему стало не по себе. Здесь так много людей. Впрочем, среди всех этих пафосных рож затесался один мелкий, решивший заговорить с новичком. Как он себя чувствует? Джим признается, что ему не по себе. Слишком уж много здесь людей. Вдобавок они все пялят на него. От этого мороз по коже. Джим пытается быть дружелюбным. Ему оказали такой теплый прием. Но вот мелкий так не думает. Они его скорее сожгут. Парочке приближается грозный тип. Его зовут Сигнет Дилан. 42 года. 8 класс. Он сын великого шерифа Ванквиша Дилана. Пусть недоносок убирается в пустыню обратно. Это приказ. И если откажется, пожалеет. Джим улыбнулся. Селенок-то хватит? В эту же секунду мелкий со всей дури лупит Джима по шарам, а затем хватает его и тащит в класс. Не забыв добавить, что новичок из первого С-класса. И его сейчас же отведут туда. Джим не понимает, кто он, черт возьми, такой? Герат Дач Шефер.
его сопровождающий. Вот они и на месте. Это его класс. Сигнет и его приятели требуют, чтобы им выдали отчаянного. Но один из одноклассников Джима просит, чтобы они бросили эту затею. Это ведь не их класс. Здоровяк вопит, чтобы плесень растворилась. Или он на стороне отчаянного. Кажется, драка неминуема. Но к ним кое-кто подходит. Неужто старшики затеяли устроить драку в ее классе? Обернувшись, Дилан замер. Это же Мира Эбигейл Блэк. Первогодка, известная своей быстрой рукой. Один взвод курка уносит 6 жизней. Эта девушка считается самым скорострельным учеником Академии. Кроме того, она дочь великого маршала-командора Сенчера Блэка. За гнилой треп в ее сторону их родители могут лишить работы. Мира удивилась. Стало быть, им все о ней известно. Но они все равно так нагло себя ведут. Здоровяк начинает оправдываться. Он хочет все спустить на тормозах, но класс уже облепили зеваки. Вот ведь потеха. Они так хотели избавить Академию от отчаянного, а сейчас трусливо поджали хвосты. Дилан злится. Чтобы сохранить лицо, он решает сказать все как есть. Мисс Блэк должна понимать. Сын мерзавца не должен здесь учиться. Одно нахождение отчаянного в этих стенах порочит доброе имя Академии. Они ведь должны противостоять им. Мира спрашивает, а о чем гласит первый пункт клятвы маршалов? Уничтожать отчаянных любым способом. Так и поступил Госпит-младший. Быть может, его действия возмутительные и порочные, но они не выходят за рамки клятвы. И раз Академия сочла его достойным, значит и класс С примет его в качестве одноклассника. А теперь пусть покинут их класс. Дилан в обосранных штанах покидает кабинет. Впрочем, Мире это далось с трудом. Отдышавшись, девушка обращается к Джиму. Она прикроет его. Они ведь одноклассники. Однако, стоит ли это того? Пусть станет. Сейчас они проверят, кто из них быстрее. Во дела. Только пришел, а уже соревноваться со звездой Академии? Девушка уверяет, что это всего лишь проверка навыков. Даже если он проиграет, Мира обещает, что будет защищать его. Хочет она того или нет? Джим ухмыльнулся. В таком случае церемониться он не станет. Мира уверяет, что тоже готова выложиться на полную. Одноклассники ставят позади дуэлянтов пуленепробиваемые плиты. Мира поясняет, что эти штуки фиксируют время попадания. Так они выяснят, кто из них быстрее. На всякий случай девушка уточняет. Стрелять надо в плиту, что позади нее. Пусть слегка сместит прицел. Дач напугана. Если слухи об этом парне не врут, он всегда целится в голову. Мира успокаивает ее. Они живут в такое время, что никто не застрахован от внезапной смерти. Один из одноклассников уверяет, если с ней что-то случится, новичок труп. Джем ухмыльнулся. Но разве это не здорово? Леди из семьи Блэк стоит отдать должное. Уверенности ей не занимать. Но разговоры в сторону. Шаг вперед. Проверка скорости вот-вот начнется. Однако Джим растерялся. Только подойдя ближе, он заметил, насколько Эбигейл красива. Но Мира не ведется. Огонь! Руки обоих стрелков скользнули к пушкам. Девушка удивилась. Он и вправду быстрый. Раздаются выстрелы. Правда, только плита Джима среагировала. А все из-за того, что Дуралей случайно выстрелил в обратную сторону. Лишь одна пуля достигла цели. Он вообще хотя бы пытался. Джим расстроен. Все из-за того, что он никогда не был так близок к девушке. Тем более к такой красивой. Мира разочарована. Но вот Дач, она все видела. Джим схватил оружие намного быстрее Миры, а затем перевернул его. Он выстрелил, и пуля пролетела по траектории мисс Блэк, словно тень. Как такое возможно? Дач и сама сразу этого не поняла. Мира сочла Джима болваном. Видимо, придется защищать его. А этого он и добивался. Малявка напугана. Этот парень пугает. Начинается урок. Преподаватель напоминает базу. В этом поколении слишком много отчаянных. В такие времена оружие все равно что бог. Выше богов лишь супермагнумы. Бесспорно, это высшее творение человеческих рук. Оно благородно и непомерно мощное. Любому, кто способен с таким совладать, нет смысла сидеть за партой. Его навыков будет достаточно для сражения с маршалом класса Айова, или даже выше. Но не стоит пускать на него слюни. Любой из них, кто осмелится выстрелить из такого, будет разорван надвое. Отдача этого малыша слишком сильна. Уйдут годы, прежде чем они смогут подчинить себе мощь этого оружия.
И только когда Супер Магнум признает их, они смогут стать маршалами. И один из учеников спрашивает, а правда ли, что в Академии хранится сильнейший Супер Магнум? Учитель вздохнул. Когда-то это был секрет. Да, все так. Прародитель Супер Магнумов, Магнум первого короля маршала, хранится здесь. Когда-то этот Супер Магнум похоронил целый континент. Имя ему Эскалибур. Он сокрыт в 400-тонной стальной раме в недрах Академии. Из него вряд ли кто-то посмеет выстрелить. Но Академия решила не рисковать и надежно укрыла орудие, способное уничтожать страны. Никто, кроме первого маршала, не смог из него выстрелить. Нет даже выживших свидетелей. Но несмотря на то, что всем уже известно, где он находится, никто не смеет его трогать. Джим улыбнулся. Именно за ним он сюда и пришел. Сын Отчаянного собирается заполучить Эскалибур честно и справедливо, чтобы ни у кого не было претензий. Вот для чего он поступил в Академию. Эти уроки ему не уперлись. Скоро все заговорят о нем. Но все же, ему даже немного жаль тех, кто встал на его сторону. В конце концов, он ведь сын Отчаянного. И это еще сыграет свою роль. Пока он размышляет, за ним пристально наблюдает Мелкая. Она собирается узнать о нем все. Вывести его на чистую воду. Эггера Дач не спустит с него глаз. Джим, кстати, уснул. Настолько ему насрать. Но истинный представитель последних парточников. Наступил обеденный перерыв. Дач решает держаться поближе к Джиму. Она садится с ним рядом. Парень никак не реагирует. Все так, как она и думала. Его слова о том, что он разволновался при виде красивой девушки, полная брехня. Парень озадачен. Дач продолжила. Прямо сейчас на него с близкого расстояния смотрит прелестная дама, от которой, к тому же, приятно пахнет. А он ни капельки не волнуется. Джим чуть водой не поперхнулся. Дач леди? То есть девчонка? Ну, с биологической точки зрения. Да по сравнению с Мирой она просто креветка. Но после такой сенсации Джим решает сменить тему. Почему юная леди ест один лишь хлеб? Все просто, и она его любит. А с банановым джемом просто песня. Джим насупился. У нее даже вкусы детские. Дач нахмурила брови. Она вовсе не ребенок. Ей 36 лет. И между прочим, она считается вполне себе приличной девушкой. К слову, почти всем здесь больше 30. Мира исключение. Ей 29. Джим рад это слышать. Девушка решает спросить. В тот раз он повернул ствол в другую сторону. Он не хотел стрелять Миру? Джим произносит, что это ее не касается. Дач уверяет, что ей плевать на его родословную. Она лишь хочет узнать, какой он человек. О чем он думал в тот момент. Тогда Джим решает поиграть в крутого парня. Мира учится с ним в одном классе. Стало быть, они на одной стороне. К черту эти испытания на скорость. Она не из тех, в кого можно стрелять. Его пули предназначены для посторонних. Пусть будет уверена. И если он столкнется с ее врагами, без промедлений нажмет на курок. Кажется, эти слова растопили подозрительное сердечко девушки. Она вдруг подскакивает и целует его в губы. Джим тут же отпрыгивает. Какого хрена она творит? Дач посчитала, что такой парень заслужил награду. Джим растерян. Это был его первый поцелуй. В столовке сидел Дилан, и он уже устал делать вид, что все в порядке. В Академии учится отброс. Что за дерьмовые правила у них в классе? Они всегда защищают своих, даже если этот свой отчаянный. Он узнает эту политику. Также мыслят банды. Сын преступника, преступник, где бы он ни был. Дилан тянется к револьверу. Пора с этим кончать. Дач заметила, что Джим не вытащил оружие. Она должна защитить его. Пусть продержится секунду. Раздался выстрел. Мозги Дилана испачкали помещение. Джим молниеносно оценил ситуацию. Судя по звуку, стреляли примерно с 700 метров. Убийца сейчас у главных ворот Академии. Опасно. Джим кричит, чтобы Дач пригнулась. Но девушка хотела ему помочь. Парень выставил руку. Но это не спасло ее от попадания. Джим ловит ее. К ним подбегает и Мира. Она выхватывает девчонку. Обошлось. Она жива. Но ей нужен врач. Благо, неподалеку был Каспер. Он обещает, что позаботится о малышке. Девушка в полуобморочном состоянии. Почти вся эта кровь не ее. В это трудно поверить. Пуля летела со скоростью звука. За мгновение до попадания она разглядела ее. Но прежде чем успела среагировать, Джим выбросил руку.
Он был подобен молнии. Пуля прошла насквозь, но попадание изменило ее траекторию. Это спасло ей жизнь. Вот только теперь правая рука Джима бесполезна. Как он сможет держать оружие? Маршалы не могут вершить справедливость без своего револьвера. Джим отдал ей одну из своих рук. Мира пытается взять ситуацию под контроль. Академия подверглась нападению отчаянных, и их очень много. Осада Академии началась, и дела паршивые. На них напала банда Врангеля. Их численность свыше 100 человек. Здоровяк приказывает своим головорезам не жалеть пуль. Свинцовый дождь обрушился на стены Академии. Но просто сдаваться здесь никто и не думает. Даже младшие курсы готовы сопротивляться. Предводитель банды замер. Там, в окне. Это ведь элита Академии. Мира и Эбигейл Блэк. Девушка стреляет, и каждый ее выстрел достигает цели. 6 головорезов отправились в ад. Мира мгновенно перезарядила и отправила еще 6 пуль на поиски добычи. Ей удалось попасть в главаря банды, но тот лишь рассмеялся. Она правда думала, что ее малютки отправят его на покой. Покуда он носит свою броню, ему плевать на их жалкие потуги. Предводитель банды командует своим людям. Пора выводить серьезное оружие. И кажется, против осадного бура у Академии ничего нет. Раздается оглушительный залп. Крепость пала. Предводитель кричит, чтобы все забирались внутрь. Пусть уничтожают все, что видят. Если наткнуться на выживших, пустить доходяг на топливо для машин. Вожак собирается найти Экскалибур. Тем временем Джим уже спустился вниз. Его рука все еще истекает кровью. Ему выпал шанс забрать то, зачем он пришел раньше времени. За парнем следит Дач. Она не может понять, Джим хороший или все-таки плохой. Он пожертвовал своей правой рукой, но сейчас он тайком прокрался в недра, пока остальные жертвуют собой, чтобы защитить Академию. Неужели он собирается украсть королевский магнум? Но почему? Мотивы Джима до сих пор ей непонятны. Но пока ее глаза на месте, она не собирается сдаваться. Она раскроет мотивы Джима, чего бы это ей не стоило. К ним подходит еще один человек. Он узнал сына великого Готспеда. Джим догадался. Видимо, это и есть Врангель. Мужчина говорит, что Джим его не знает. Но вот он знает о нем все. Помоги Джиму украсть магнум. Такова была последняя воля его отца. Да, это тот самый человек из начала манги. Отец знал, что Джим собирался убить его ради зачисления в Академию. Он попросил Вранглера, чтобы когда его сын попал в училище, он со своей бандой устроил там хаос и помог Джиму украсть магнум. Ну а сын, в свою очередь, пусть заплатит ему столько, сколько стоит его голова. Подумать только, следующее поколение Готспедов наконец-то овладеет королевским магнумом. Их тысячелетняя мечта наконец осуществится. Вранглер спрашивает, Джим ведь слышал о мечте своего отца? Да, лишь однажды. Мужчина восторженно завопил. Стереть США с лица земли! Уничтожить целый континент! Отчаянные будут править оставшимся миром! Дач поверить не может. Получается, это и была цель Джима? Он заодно с ними? Пока вот так. Очень жду обратной связи. Мне очень нравится сюжет, нравится, как развиваются события. В 5 и 6 главе автор раскрывает мотивацию Джима, подкидывает нам моментиков для размышления, но, понятное дело, не раскрывает подробностей. Ознакомиться с главами уже сегодня можете на Бусти, ну или на следующей неделе, если соберем необходимое количество лайков. Вполне возможно, если лайки не соберутся, тайтл перекочует в мой телеграм-канал, как это случилось с Гансом и Сагой о Винланде. Ну, если там будет достаточно желающих. Так что имеет смысл посетить мой паблос. Там новости канала, мемасы, опросы, оповещения о стримах и вот эксклюзивные пересказы. Маршал Кинг может стать одним из них в худшем развитии событий. Не забывайте проявлять активность, ведь это очень важно для моего канала и творчества. Огромная благодарность вот этим ребятам на Бусти. Новые видосы, переводы, озвучки. Вся моя деятельность возможна только благодаря вашей поддержке. Каждый лайк, коммент, подписка приближает меня к мечте. Ну, все это время с вами был Скерс. Чао, пока.
Быть ковбоем королем, всех ковбоев королем, если дух твой силен, стать ковбоем королем. Нет, для начала слишком круто, засунув конец. Спасибо, что досмотрел до конца, кстати.